Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. «Нафтогаз Украины» купит у «Орлен» еще 140 миллионов кубометров газа. Александр, а покроет ли это все потребности Украины? Сколько им нужно газа и на сколько денег? И что это все значит, собственно? Ну, давайте начнем вот с чего. За первые 4 месяца Украина импортировала природного газа примерно столько, сколько она импортировала за весь 24 год. А сейчас вот эти 140 миллионов кубических метров – это относительно небольшая величина, но она соответствует примерно объему импорта за отдельно взятые недели. Сейчас объем импорта сейчас объем импорта возрастает. Он был на довольно высоком уровне с февраля включительно по март включительно. В апреле он несколько снижался, но потом начал расти, потому что началось заполнение подземных хранилищ и компенсация выпадающих объемов собственной добычи. Тут стоит заметить вот какой момент. В 2022 году показатели потребления газа на Украине резко снизились. И упали они ниже отметки в 20 миллиардов кубических метров. Но в то же время снизились и объемы добычи газа. При том, что объемы добычи, как правило, на Украине были около 20 миллиардов кубов. Понятно, что можно там уточнять, 18 в отдельный год был, в другой 19, а там в третий был 20 с небольшим, но вот в районе отметки 20 миллиардов постоянно это производство туда-сюда скакало. В 2022 году оно ушло тоже ниже отметки в 20 миллиардов кубических метров, а в 2023 году объем добычи вырос. Мы на этом канале предполагали, что, возможно, это связано с некоторыми территориальными изменениями, скажем, в Харьковской области. Ну, потому что добыча газа на Украине, что очевидно, имеет вполне конкретную географическую локализацию. Так, например, значительные объемы добываются в Полтавской области, часть добывается там где-нибудь в Сумской области, если память меня не подводит, и часть добывается в Харьковской области. Ну и понятно, что если происходят некоторые, подходящее слово где-нибудь в комментарии напишите, вот как бы вот, и если вы утрачиваете контроль над какими-то мощностями, либо добычными непосредственно, либо газотранспортными, либо там еще что-то, какое-то безобразие происходит, ну, очевидно, что у вас объемы добычи будут несколько ниже, чем когда вы там восстанавливаете контроль над какой-то территорией, ну, и вот начинаются вот эти вот качели. В текущем году я предполагаю, что объем добычи на территории подконтрольной Киеву будет меньше, чем в 2024 году и чем в 2023 году. Опять же, ввиду ряда входящих, иногда влетающих обстоятельств. Вот. Это без учета вот этого процесса. А кроме того, так как прекратился транзит российского газа, то Украине приходится более трудоемко обеспечивать импорт из Европы. С октября 2015 года Украина полностью перешла на импорт газа из Европы. Ну, своя добыча есть, но вот нужно покрывать разницу между объемом потребления и объемом добычи вот за счет импорта. Импорт шел из Европы. Ну, как он шел из Европы? Идет труба через вашу территорию, качается газ в сторону Европы. Вы же не будете физически действительно покупать газ где-нибудь там на бирже на самом деле она THE, вот, в Германии, или на TTF в Нидерландах. Нет, конечно, вы будете чисто физически брать этот объем из трубы. Более того, он из трубы прямо сразу будет идти в подземное хранилище газа, а вы там за счет ряда технических нововведений будете, сводить там дебет с кредитом, объем зашедшего газа и объем вышедшего газа. А по документам получается, что да, вы купили этот газ где-то там, в Европе, где-то в Швейцарии купили. И из Швейцарии вам его доставили, поэтому вы оплатите еще не только цену газа при покупке, вы заплатите еще и за транзит этого газа через территорию Европы, заплатите входящие вот эти вот пошлины таможенные. Вот, поэтому, знаете ли, газочек получится довольно-таки дорогим. Однако,
физически это довольно простой процесс получения газа, как при Союзе, когда это была территория Советского Союза, без каких-то границ. У нас вообще очень странно периодически смотрят, что там кому-то отдали какие-то... Это было одно государство, дорогие друзья. Все эти границы, если у вас не спрашивают паспорт и миграционную карту вам не выдают, чтобы вы ее заполнили, это, мягко скажем, условность. Это, как, я не знаю, из Мариэл в Удмуртию проехать. Вы же, я надеюсь, не считаете, что территория Мариэл и территория Удмуртии – это не территория Российской Федерации? Или считаете? Но если считаете, ай-яй-яй, вы считаете неправильно. Вот. То есть, пока это была территория Союза, пока это все было, пока вот эта вся газотранспортная система была частью единой системы газоснабжения Союза Советских Социалистических Республик, ну, вот примерно так и было, да. Газ идет куда-то туда, в Европу. Но, правда, в какую Европу? Тогда Европа тоже была немножечко другой. Знаете, были страны СЭВ, куда в первую очередь газ шел. То есть наши союзники, наши, так сказать, партнеры экономические, наши партнеры военные, вот к ним в первую очередь шел газ. Да, в 1968 году был заключен контракт с нейтральной тогда Австрией, вот тогда с компанией ОМV был подписан газ, и только потом стали появляться контракты с западными компаниями. Но опять же, развитие экономических связей, энергетических связей должно было, ну так, если бы правильно этими связями воспользоваться, усилить влияние Советского Союза. Но там были талантливые люди у руля, в общем, не получилось. Спасибо, Михаил Сергеевич. К сожалению, вы нас уже не слышите, а хотелось бы вам просто, знаете, вот поклон до земли прям вот. Потому что, ну, значительная часть газопроводов вводилась в эксплуатацию уже либо прям вот перед Михаилом Сергеевичем, либо во время Михаила Сергеевича. То есть у него возможности по обеспечению этого влияния были максимальны. Спасибо ему за столь прекрасно вот проведенную работу. Так вот, минутка исторических этих самых стенаний закончена. Переходим в день сегодняшний. Ну, точнее, как день сегодняшний. В последние годы. И Украине, уже не находящейся в составе Советского Союза, было все равно удобно пользоваться этим газом так, как пользовались раньше. Ну, то есть, идет мимо подземных хранилищ, закачиваем, ну, и дальше идет этот газ. А тут из подземных хранилищ, когда надо, извлекается, поставляется потребителям. Да и, в принципе, из этой трубы, которая идет через территорию, распределяется потребителям на территории Украины. И тут транзит прекратился. Ой, потока газа нету. Ой, это физически приходится покупать газ там и физически его оттуда доставлять. При том, что доставка из Польши, ну, о которой сейчас идет речь, там через польскую газотранспортную систему они собираются получать эти 140 миллионов кубических метров. Доставка из Польши была осуществлена вообще даже не Зеленским, да будет проклято его имя в веках, и не Порошенко, да будет проклято его имя до 7-го колена. Фу на него. А очень даже пророссийским Виктором Януковичем. В 2012 году физически газ был получен от компании РВЕ, немецкой компании, через территорию Польши, Украины. Посмотрели, физический реверс возможен. Ну, Украина тогда искала возможности снизить зависимость от российского газа при пророссийском президенте Януковиче. В принципе, сокращала потребление газа в электроэнергетике, искала другие пути доставки газа, искала возможность увеличить добычу газа при пророссийском, как некоторые считают, президенте Януковиче. Ничто ж не предвещало, да? При Януковиче ничего вообще не предвещало, и вдруг какие-то неприятности вообще, кто бы мог их ожидать? Вот. Прекрасный пророссийский премьер Азаров, ну, то есть все прекрасные пророссийские политики, как известно. Так вот, но именно при них, 13 лет назад, впервые прокачали газ через территорию Польши. Все получилось. Там довольно ограниченные объемы можно получать, но 140 миллионов, да, можно получить. Притом украинская сторона сейчас подчеркивает 2 жирными линиями. Одной голубой, другой желтой. Что, посмотрите, это американский газ. Это не просто так. Это не газ, добытый в Польше. Это не газ из Норвегии, хотя он тоже в Польше есть. Это американский регазифицированный газ.
И не факт, что мы его через Свиноустьце получим. Нет. Может быть, это через независимость мы получим. Независимость – это СПГ-терминал в Литве. Вот. Его мощности для Литвы избыточные, у близлежащих стран какой-то яростной потребности в этих объемах тоже особо нет. Ну да, можно дополнительные объемы через эту самую независимость получить и либо прокачать, что вряд ли, либо в рамках своповой операции через Польшу эти объемы получить. Своповая операция – это означает, что вы не физически эти объемы получаете, а как бы по взаимозачету. То есть в этой точке есть газ, в этой точке есть газ. Зачем физически качать, если можно оплатить физическую прокачку? Так делается, это нормально. Вот, но взять вот этот газ, который есть тут. И всем удобней. Вот. То есть 140 миллионов, да, они получить могут. Но самое смешное, что еще при Порошенко активно прорабатывалась вот эта возможность получать газ из Польши, полученный Польшей из Соединенных Штатов. Первые опытные поставки были, собственно говоря, СПГ в Польше, появился СПГ-терминал в Польше, появился как раз вот во времена, когда на Украине правил Порошенко, соответственно, ну, как-то он тут, ребята, давайте дружить, на чистом украинском языке, разумеется, вот, давайте, мол, дружить, давайте дружить, давайте попробуем. Правда, там уже говорили, ребят, вам, чтобы дружить полноценно, как вы заявляете, надо строить газотранспортные мощности, те мы знаем, хорошо, а где вы деньги возьмете? Ой, грошев нема, сказала украинская сторона, польская сторона на чистом польском языке ответила то же самое. Ну, вот как-то так они и общались по этому поводу, но, тем не менее, имеющихся мощностей, не позволяющих полноценно обеспечивать поставки через Польшу, но позволяющих прокачивать ограниченные объемы, да, их хватает. Просто Украина сейчас основную часть газа получает через Словакию, знаменитая газодобывающая страна. Откуда там газ? Просто, знаете, хочется развести руками и сказать, вообще не знаем. И главное, и словацкая сторона вообще не знает, откуда у них газ. Ну, просто самозародился, понимаете? Шел, и хопа, вон у нас. Ой, как здорово. То есть Словакия немножко зарабатывает на Украине. Основные объемы газа, которые на Украину поставлялись с февраля 2025 года, физически поставлялись. Это был юридически словацкий газ. А Польша обеспечивала минимальные поставки из всех, ну, кто, в принципе, мог какие-то объемы прокачать. Ну, просто потому что объемы чисто технически через нее можно прокачивать относительно небольшие. Но, тем не менее, какие-то можно. И вот мы сейчас приходим с вами к тем объемам, которые предполагается закупить Украиной в этом году на зарубежных рынках. Мы как-то в начале года, ну вот как раз в феврале, в начале марта, мы в каком-то из роликов поднимали вот этот вопрос, сколько, в принципе, может импортировать Украина, если вот будет продолжаться так, как все продолжается. И мы тогда предполагали, что типа 4-5 миллиардов кубических метров, ну вот какая-то такая мысль высказывалась. Сейчас украинская сторона заявляет, что будет импортировать где-то 4,5 миллиарда кубов. Это выглядит вполне правдоподобно, просто потому что это бьется с теми объемами, которые были закуплены к настоящему моменту. Это бьется с той динамикой закупок, которую мы наблюдаем в целом. Ну, то есть вы вышли уже на некие показатели, вы более-менее на них остаетесь. Это бьется с тем, что, ну, не все добычные мощности сейчас полноценно доступны Украине. Давайте так это сформулируем. Некоторые добычные мощности могут стать еще менее доступны Украине, ну, точнее, подконтрольной Киеву территории в ближайшее время. Ну, вот как-то так. Вот с этим всем бьются эти 4,5 миллиарда кубов. Это, кстати, означает, что на подконтрольной Киеву территории, если именно эти объемы будут импортированы, будет добыто порядка 15, а может даже 14,5 миллиардов кубических метров. Это будет не просто антирекорд, это будет антирекордище. Это будет, ну, что-то настолько запредельно далекое от всего того, что мы видели раньше, что даже словами, знаете, не в сказке сказать, не пером описать. Александр, большое вам спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на телеграм-канал «Инфотек». На сегодня все. Всего хорошего.